Всем привет! Я Анна Оськина и продолжаем неделю Хэллоуина. Сегодня будем делать страшные маленькие кексы, которые не только страшные, но и очень милые. Мои монстряшки в восторге от них, ведь они так им подходят. Запросов на страшные сладости пришло очень много, и я решила начать с этих капкейков. С шляпой ведьмы, черепушкой и паучком. Ставьте лайки, если они вам понравились, ну а завтра будет продолжение строительства страшного уголка и новые вещички в стиле монстров. Поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить. Пишите комментарии с советами, что еще вы хотите для уголка в стиле Хэллоуина, и возможно именно вашу идею я реализую, а комментарий попадет в мое видео. Но переходим же скорее к мастер-классу. Для первого кекса я выбрала вот такую гамму полимерной глины Фима. И Максик уже тут как тут хочет помогать мне лепить. Катаю шарик коричневого цвета и помещаю на перевернутую рюмочку. Так будет удобнее делать нижнюю часть кекса. Руками формирую горку и затем иголочкой на этой горке делаю небольшие засечки. Продавливаю полосочки по всему периметру этой горки. А затем прижимаю лезвием, и получается отличная нижняя часть для кекса. Аккуратненько отсоединяю ее лезвием и делаю еще 3 такие же. Теперь беру 3 маленьких черных шарика и расплющиваю их на рабочей поверхности. Катаю маленькую капельку черного цвета и размещаю сверху на расплющенный блинчик. Из оранжевого цвета катаю тоненькую ниточку и размещаю вокруг черной капельки. У меня получается шляпка ведьмы. Из желтого цвета катаю маленький-маленький шарик и размещаю на шляпку. Это будет такая пряжка. И нужно сделать 3 такие шляпы. Теперь беру кусочек оранжевого цвета и делаю горку на рюмочке. Но здесь я буду не продавливать иголочкой, а сначала надрезаю лезвием. Причем делаю надрез завитком. После этого беру спицу и подравниваю. Должна получиться красивая горка крема. Эту горку еще немного загибаю, чтобы она была совсем завитушечкой. И делаю еще 2 горки. Теперь все совмещаю. Размещаю крем на коричневую основу, чуть-чуть расплющиваю верхушку крема и помещаю сверху шляпку ведьмы. Таким образом украшаю 3 капкейка, и у меня получается вот такой классный хэллоуинский комплект. Для следующего кекса мне понадобится коричневая, белая и черная полимерная глина. Я уже подготовила коричневые основы для кексов. Но здесь нужно сделать не завитой крем, а такие белые шапочки. Можно отдельно расплющить эти белые шапочки на рабочей поверхности, а затем присоединить к кексикам. Либо можно запечь сначала кексики, а затем к ним присоединить шапочки. Здесь уже делайте как хотите. Посмотрите, как должно получиться. Белая полимерная глина быстро пачкается, поэтому я протираю ее влажной салфеткой. Из черного цвета катаю длинную колбаску, отрезаю кусочек и размещаю на белую шапочку, и получается такая вот странная улыбочка. Из маленьких черных кусочков делаю швы на этот рот.
Катаю 4 шарика, 2 побольше, 2 поменьше, и размещаю ноздри и глаза. Получается очень смешная черепушка, которую я отправляю запекаться, и делаю еще 2 таких кексика. Для следующего кекса понадобится черная, белая и оранжевая полимерная глина. Я подготовила 3 оранжевые нижние части и взяла 3 одинаковых кусочка белого цвета. По размеру они примерно такие же, как оранжевая часть. Каждый из этих кусочков нужно будет раскатать в длинную колбаску. Для лучшего сцепления я использую гель, жидкую пластику. Один край колбаски закрепляю на кексике и начинаю закручивать эту колбаску, чтобы получилась такая вот шапочка из крема, точнее какого-то даже безе, милая зефирная шапка. И украшаю еще 2 кекса такими шапками. Катаю длинную колбаску черного цвета и нарезаю на 8 частей. Это будут лапы паука. И как вы видите, я уже подготовила 2 черных шарика, один побольше, а другой поменьше, для тела и головы паука. Сначала размещаю лапы, делаю их таким образом, как будто бы паучок сверху стоит на этом кексе и обнимает зефирную шапку. Лучше делать длинные загнутые лапки, так смотрится более жутко. Когда присоединила все лапки, сверху на лапки закрепляю тельца и затем голову паучка. Таким образом нужно украсить еще 2 кекса, и у меня получается целый набор страшных кексов. Посмотрите, как здорово эти кексы вписались в страшную композицию, как круто они смотрятся в руках у монстряшек. Это действительно монстрические кексы. Мне они очень нравятся, но я хочу еще скорее сделать какие-нибудь сладости на Хэллоуин, и завтра вы увидите, что же я для вас приготовила. Но делать разные жуткие вещички я буду целую неделю, поэтому обязательно в комментариях пишите ваши советы, рекомендации, идеи, что же такого еще можно выполнить. То, что подойдет монстряшкам и будет круто смотреться в хэллоуинском уголке. Я думаю, будет прикольно сделать какой-нибудь тематический стол или, может быть, даже какие-то колонны. В общем, жду ваших комментариев. И, конечно же, лайков, если вам нравится эта тема и если вам понравился мой мастер-класс. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. Потому что в комментариях многие спрашивают, когда же он будет. Некоторые думают, что он уже прошел, некоторые думают, что он будет другого числа, поэтому я вам напоминаю, 31-го. И как вы могли заметить, мой котенок вовсю помогает мне работать. В комментариях также вы спрашивали, как же его зовут. У него 2 имени, одно по паспорту, а другое домашнее. По паспорту у него воинственное имя Марс, бог войны. Но он такой миленький, поэтому дома мы его называем Максик. Возможно, когда он вырастет, он станет большим жирным котом. И тогда придется называть его именем Марс. А я желаю вам всем творческих успехов, вдохновения и самого потрясающего настроения. До новой встречи уже завтра.